Привет, меня зовут Воронкова Юля. В этом видео я покажу, как приготовить очень вкусный низкокалорийный шоколадный торт без лактозы и глютена. Сначала приготовлю бисквит. Для этого смешиваю какао, кокосовую муку, льняную муку, разрыхлитель, щепотку соли и ксантановую камедь. Теперь один небольшой кабачок измельчаю в блендере. Также кабачок можно заменить и на тыкву, но ее нужно будет предварительно приготовить. К кабачкам сразу добавляю желтки и взбиваю до однородности. В большую и сухую миску помещаю белки, добавляю щепотку лимонной кислоты и эритрит. Взбиваю белки до пышной устойчивой пены. К белкам добавляю кабачки и аккуратно перемешиваю лопаткой движением снизу вверх. Теперь в два этапа просеиваю сухие ингредиенты и также аккуратно перемешиваю лопаткой. Масса, конечно, все равно немного осядет, но не так сильно, как если не взбивать белки отдельно. Кольцо диаметром 16 см оборачиваю в фольгу. Ставлю его на противень и выкладываю тесто. И разравниваю. Отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Готовый бисквит накрываю полотенцем и полностью остужаю. С охлажденного бисквита срезаю шапочку. Основной бисквит делю на 3 равных коржа, толщиной чуть больше сантиметра. А теперь приготовлю шоколадный безлактозный крем. Для этого кокосовые сливки помещаю в сотейник. У меня это кокосовое молоко в жестяной банке, из которого я извлекла густую часть, а водичку оставила на дне банки. Отправляю сливки на плиту и просто довожу до кипения. Затем добавляю темный шоколад. И тщательно перемешиваю, чтобы шоколад полностью растворился. Можно крем пробить блендером для более гладкой консистенции, но в принципе это не обязательно. Накрываю крем пленкой в контакт и отправляю в холодильник до полного охлаждения, примерно на 6-8 часов. Полностью охлажденный крем должен получиться примерно такой плотной консистенции. Взбиваю крем миксером. Добавляю немного подсластителя по вкусу и ксантановую камедь. Я переложила крем в большую миску, потому что он немного увеличивается в объеме, и сотейника мне уже не хватало.
Теперь приготовлю вишневую начинку. Для начала смешиваю эритрит, цитрусовый пектин и лимонную кислоту. Затем замороженную вишню ставлю на плиту. Периодически помешивая, жду, пока она начнет парить. Затем дождиком посыпаю эритрит с пектином. Хорошенько перемешиваю и жду, пока вишня закипит. Кипячу вишню 3 минуты и снимаю с огня. К этому моменту она уже немного загустеет. Затем полностью ее охлаждаю. А теперь соберу торт. Для пропитки торта сделаю простой сироп. В стакане у меня горячая кипяченая вода. Добавляю подсластитель, ванилин, ложку какао и просто перемешиваю, а затем остужаю. В кольцо вкладываю ацетатную пленку. Это не обязательно, но с ней удобнее. Выкладываю первый бисквит, пропитываю его. С помощью кондитерского мешка выдавливаю слой крема и разравниваю ложкой. Затем формирую бортик из крема и выкладываю половину вишни. Таким образом, даже если вишневая начинка получится слишком жидкой, она не вытечет из торта. Выкладываю следующий бисквит и точно так же повторяю второй слой. Третий бисквит пропитываю. Покрываю его тонким слоем крема. И отправляю торт в холодильник на 8 часов. Оставшимся кремом я покрыла торт сбоку. Правда, в этом рецепте остается его не так уж и много. И в качестве декора сверху посыпаю порубленным шоколадом. На видео я показала все этапы разом, но на самом деле я все это делаю в 2 разных дня. С вечера я подготавливаю бисквит, крем, начинку и пропитку, а на следующий день собираю торт. Готовится он, конечно, не супер просто, но поверьте, результат того стоит. Он действительно очень вкусный. Если вам понравился этот рецепт, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал. Приятного вам аппетита!